Снимаю на память об этих ушах, которые, дай бог, вижу последний день. Если все будет нормально, ну, а так и должно быть. Сегодня иду на коррекцию ушей, поэтому хочу вот просто на память запечатлить, как это все выглядело. Пошли сюда, вот. Мечтал об этом всю жизнь. Это еще у меня сейчас тут как бы немножко прикрыто волосами, если совсем коротко, то они еще больше торчат. Неудобно вот так вот снимать, но вот так, наверное, лучше всего будет видно. Еще можно так на всякий случай. Да, видите, это еще ухо немножко деформировано с детства у меня. Вот таким вот я родился. Конечно, на природу нельзя наговаривать, но если что-то можно изменить путем небольшого хирургического вмешательства, то почему бы и нет, правда? Почему бы и нет? Ну все, это вот прощание с этими ушами. И, естественно, потом сравним и посмотрим, как получилось. Еще раз говорю, надеюсь и, в принципе, уверен, что получится намного лучше, чем сейчас. До связи. Пока. Уши, пока. Ребята, всем привет! Продолжение моей истории с корректировкой ушей. Вчера была операция, как вы видите, мне перебинтовали голову. Сегодня решил вот записать свои впечатления о том, как это все происходило. В общем, операция прошла быстро, это час. То, что из хорошего, это то, что она проходит под локальным наркозом, то есть в сознании. Мне просто вкололи вот сюда, вот, ну, в область возле ушей обезболивающее, ну, укол, то есть неприятный сам укол, а потом уже ничего не чувствуешь. Во время операции доктор в дружеской атмосфере со мной поддерживал разговор, ну, наверное, чтобы понимать, как я себя чувствую. Все было нормально, я ничего не чувствовал. И в конце, когда он все это сделал, он уже показал мне результат. Вот сейчас я вам покажу фотографии, которые он мне сделал. Получилось хорошо, как мне кажется. Но, естественно, чтобы более детально разглядеть это, я подожду еще пару дней, когда смогу снять вот эту вот повязку и одеть уже такую, знаете, как спортивную, как игроки в теннис, допустим, да, иногда одевают от пота. Вот в воскресенье, то есть через 3 дня я уже вот эту повязку сниму, а одену, смогу помыть голову наконец-то и одену вот такую вот временную, ну, уже более, как бы, которую можно снимать, да, не бинт, а обычную повязку, ну, вы понимаете, о чем речь. И в той повязке уже, по-моему, еще неделю мне надо будет проходить, но, естественно, я смогу уже смотреть на результат. Естественно, немножко они были не то что опухшие, но там из-за того, что это все-таки там кровь резали, то оно немножко синее, уши немножко синие. В общем, посмотрите на результат. Мне, в принципе, нравится.
Значит, еще раз скажу, операция несложная, быстро прошло, ничего не чувствовал. Единственное, конечно, приехал домой и через часа 4-5, когда начало все отходить уже, как бы наркоз, то началась вот такая вот, не скажу, что нетерпимая, но неприятная такая вот ноющая боль в области, естественно, ушей. Но мне выписали таблетки, которые раз в 4 часа, или два вида таблеток, одна более сильная, которую можно раз в 4 часа принимать, и другой вид, который немножко послабее, раз в 6 часов. И вчера, значит, я все-таки принимал эту более сильную, а сегодня уже, в принципе, более вот этой слабой хватает. Я думаю, еще сегодня-завтра приму вот эти более слабые, и потом уже вообще можно будет обходиться без таблеток. Ну вот, в целом, то, что я хотел сказать. Сижу пока дома пару дней. Ну, с такой головой, естественно, никуда выходить нельзя. Но в целом, поскольку это, опять же, локальный наркоз, то есть я не уходил в спячку, потом меня не колбасило полдня после выхода из полного наркоза. Знаете, как это обычно бывает, когда наркоз полный. Так что вот это все плюсы. Операция быстрая. Посмотрим результат. Конечно, мне нравится. То есть хотелось бы, конечно, как можно лучше, чтобы он был в конечном итоге, потому что вы видели, что у меня уши, во-первых, разные. Одно было немножко деформировано, с ним уже они и будут разные, потому что его полностью нельзя сделать таким же, как и то. Но максимально, чтобы они были похожи друг на друга, и максимально, чтобы расстояние было одинаковое и так далее. То есть вот эти все мелочи, но в целом, конечно, ну, посмотрим, как оно будет. Оно еще немножко может будет меняться, потому что там, за 2-3 месяца, только через 2-3 месяца оно принимает уже окончательный вид. Но это уже маленькие детали. То есть, конечно, основной результат он вот такой, как сейчас на фотографиях, и которые мы посмотрим вот в воскресенье, когда я сниму эту повязку, то помою голову и сделаю еще одно видео, как говорится, продолжение, чтобы уже довести это до конца. Ну все, ребята, до связи, до следующей серии. Ребята, всем привет! Продолжение нашей истории про корректировку ушей. И сегодня воскресенье, 20 какой-то там сентября. Я уже 3 дня или 4 дня как сделал операцию. То есть операция была в среду утром, среда, четверг, пятница, суббота. 5-й день начался, и мне сегодня наконец-то разрешили снять ту повязку и одеть вот эту временную. И сейчас я сниму и покажу, естественно, как оно все выглядит. Значит, боль фактически уже прошла. Единственное, немножко спать на ухе, когда на боку, немножко еще некомфортно. Но с каждым днем все легче и легче. То есть выздоравливаю. В общем, период несложный от отходняка этого. Поэтому уже никаких таблеток, естественно, не принимаю. Теперь мне надо будет неделю ходить все время вот в таком вот спортивном, как это называется, в такой спортивной повязке. И потом только через неделю можно будет ее снимать на день, а ночью только на ночь одевать еще в течение месяца. В общем, смотрим результат.